Привет, друзья! Рада всех видеть на канале Советы для дома. Сегодня я покажу, как очистить старую алюминиевую сковороду с толстым слоем нагара снаружи. Со временем на внешней стороне сковороды накапливаются жир, копоть и остатки пищи, которые под воздействием высокой температуры буквально превращаются в твердую черную корку. Обычное мытье здесь уже не помогает, но есть способ, который позволяет размягчить даже очень старый нагар и значительно облегчить очистку. Снаружи у меня сковорода выглядит следующим образом. Здесь очень много пригара, то есть по сути это просто угли. Внутри сковороды много жира и есть нагар. Это все нужно очистить и при этом не испортить поверхность. Ручка, как видите, тоже в толстом слое жира. Ну, давайте начинать. Для начала понадобится большая кастрюля или металлический таз. Я буду использовать вот этот эмалированный таз, он перенес уже не одну чистку. Чтобы сковороду было удобно кипятить, открутите ручку. Тогда она поместится в таз полностью. Если ручка не откручивается, как у меня, не страшно. Просто нужно сделать столько раствора, чтобы он покрыл всю сковородку. На ручке обычно жир мягкий, поэтому после того, как почистите сковородку, ее достаточно будет просто опустить ручкой в раствор на 5 минут, жир размягчится и вы легко его дочистите. Ставлю таз на плиту и наливаю в него 6 литров воды. Воду лучше сразу наливать из крана горячую, тогда она быстрее закипит. Пока вода нагревается, нужно натереть на терке хозяйственное мыло. У меня обычное коричневое, 72%. Хозяйственное мыло содержит щелочные компоненты, которые помогают растворять жир и размягчать загрязнения. При этом алюминиевой сковороде оно не навредит. Натираю половину бруска. Половина мыла у меня осталась, а вот эту крупную мыльную стружку нужно добавить в таз с водой. Как видите, она у меня еще не закипела. Немного перемешайте раствор. И погрузите в него сковороду. У меня воды мало, сковородка не полностью покрыта раствором, поэтому доливаю еще кастрюлю воды. И всего теперь получается 9 литров. Пол бруска мыла на это количество воды будет мало, поэтому дотру весь брусок и добавлю стружку в раствор. После того, как раствор закипел, я проварила в нем сковородку 15 минут. За это время горячий раствор постепенно проникает в слои нагара, старый жир начинает размягчаться, а твердая корка теряет сцепление с металлом. Толстый слой нагара, который был на боках, стал уже значительно мягче, и теперь его можно аккуратно срезать ножом. Делаю я это прямо в растворе, потому что в горячем виде очищать сковородки значительно легче, чем после того, как они остывают. Смотрите, как легко отходят большие куски нагара. То, что раньше держалось годами, начинает отслаиваться практически без усилий. Периодически буду опускать сковороду обратно в горячий раствор и продолжать чистить. Для такого толстого слоя нагара раствор с хозяйственным мылом, конечно, слабоват, но сковорода алюминиевая, и я не хочу, чтобы она испортилась. У меня есть видео про вываривание сковороды с кальцинированной содой, оно сейчас появится справа в подсказке. Показывала я и про вываривание сковородок с канцелярским клеем, но в этих случаях раствор получается сильно щелочной, и кипятить в нем алюминий нельзя, потому что раствор повредит металл. Если вы хотите сохранить нормальный вид своей сковороды, тогда кипятите ее просто с кусковым хозяйственным мылом. При кипячении жир и нагар размягчатся, и все, что можно, вы легко счистите. На дне у меня толстый слой пригара,
Он кипячению не поддается, потому что это просто угли, в них нет никакой органики. Но продолжу кипятить и буду счищать хотя бы то, что размягчается. Итак, большую часть нагара я уже удалила. Сковородка выглядит довольно-таки неплохо. Теперь возьму вот такой металлический скребок и аккуратно лезвием буду поддевать и убирать пригар. Опять-таки, это делать нужно с горячей сковородой, поэтому время от времени ее нужно будет опускать в раствор. Как можно почистить современные антипригарные сковородки снаружи? Их, кстати, нельзя кипятить, потому что испортится внутреннее антипригарное покрытие. Посмотрите в отдельном видео, ссылочку на него оставлю в подсказке вверху справа и добавлю в описании. Нагар внутри сковородки на боках тоже чищу скребком. Просто аккуратно срезаю его лезвием. Если на отдельных участках сковороды остались темные пятна и точки, приготовим дополнительное чистящее средство. В небольшой емкости смешайте 3 столовые ложки соды, 1 столовую ложку средства для мытья посуды, дальше добавьте немного горячей воды, чтобы получилась паста. У меня средство получилось сильно жидкое, оно такое не должно быть. Поэтому добавлю сюда еще соды. И совсем немного средства для мытья посуды. Вот такая консистенция подходит. Наношу пасту на оставшиеся загрязнения и тщательно очищаю поверхность фиброй. Напоминаю, что сковорода горячая, я ее периодически опускаю в раствор, потому что так загрязнения удаляются гораздо легче. Сода здесь работает как мягкий абразив и помогает механически удалить остатки загрязнений. Ну а средство для мытья посуды растворяет жиры и облегчает отделение нагара от поверхности. Все темные точки перегара я уже дочистила скребком и еще раз прохожусь пастой снаружи сковороды. Внутри сковородку я ничем не терла, поэтому сейчас пастой хорошенько ее почищу. После этого сковородку нужно будет вымыть под чистой водой и вытереть насухо. Во время чистки вы смыли старый жир и оголили чистый металл, поэтому необходимо прокалить алюминиевую сковороду, чтобы восстановить естественный защитный слой. Если этого не сделать, еда будет сильно пригорать, а сам алюминий начнет окисляться от контакта с продуктами. Если не знаете, как правильно прокалить сковородку, то посмотрите видео, которое появилось в подсказке вверху справа. Вот в таком виде была у меня сковородка, просто толстенный слой пригара, внутри она тоже вся черная,
И посмотрите на результат. Толстый слой черного нагара практически полностью удален. Сковорода стала заметно чище и аккуратнее. Главное преимущество этого способа в том, что алюминиевая сковородка не испорчена. Сначала загрязнения размягчаются горячим раствором, а затем остатки вы или счищаете механически, если было много пригара, или легко удаляете простой пастой из соды и средства для мытья посуды без применения агрессивной химии. Пробуйте этот способ, если вам нужно очистить сковородку и при этом вы не хотите ее испортить. Обязательно делитесь своими советами по очистке сковородок в комментариях. Ну и если видео вам понравилось, ставьте под ним лайк, также подписывайтесь на мой канал, будем наводить чистоту вместе. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.